По девочке Лизе, с которой произошло что-то в Германии, я не делал ни одного заявления, ни разу. Я не делал этого заявления ни письменно, ни устно. Я ничего не говорил, потому что мне сразу же показалось, что история достаточно неоднозначна. Мне не понравилось, как ее несли СМИ с одной, с другой и с третьей стороны. Одна сторона это российские СМИ, другая сторона это немецкие СМИ, третья сторона это украинские СМИ, потому что они также активно участвовали в освещении того, как освещалось. Мне не понравилась эта история однозначно. Сегодня, ввиду того, что прокуратура сделала определенные выводы, немецкая, я сделал определенный вывод и поставил статус на Фейсбуке. И этот статус вызвал множество обсуждений, и люди писали: ну так расскажи ты, объективно. Я думаю, самое объективное, что можно сделать, это подобраться к человеку, подкрасться к человеку, который стоит ближе всего к этой истории. А ближе всего к этой истории стоит, без сомнения, адвокат. Потому что ни родители, ни сама девочка не находятся в зоне досягаемости. У них нельзя взять интервью, с ними нельзя поговорить, равно как нельзя поговорить и с представителями силовиков, потому что тайна следствия есть тайна следствия. Наш собеседник Алексей Данкварт. Именно он является адвокатом семьи этой девочки. И я думаю, что сейчас мы услышим максимально объективную историю того, что произошло. А со своей стороны я могу передать большой привет средствам массовой информации, которые раздувают иногда костер, не думая, что сами могут обжечься. Здравствуйте, Анатолий, очень рад с вами познакомиться. Здравствуйте, Алексей. Чрезвычайно рад. Здравствуйте. Я бы хотел узнать от первоисточника, потому что ближе никого нет к этой истории, я думаю. Есть родственники, но их никто не видел, во всяком случае я не видел. Скажите, пожалуйста, с чего все началось? Вот коротко, просто, с чего все началось? Потому что, я же говорю, нагромождение уже стольких фейков, скажем так, на этой истории, что просто не выдерживает никакой критики. Ну, началось с того, что девочка не вернулась домой. Родители очень строгие, кстати, то есть это совсем не такие родители, что распускают своих детей. Мама постоянно висит на телефоне, контролирует дочь, вот, так что это... Может быть, даже здесь обратная реакция, что как раз вот этой строгостью и там какие-то исчезновения вызваны. Ну, то есть, как бы, там в 13 лет уже можно подальше от себя ребенка отпускать, скажем так. Но это не критика, это просто я говорю о факте. То есть, родители строгих правил. Вот. И девочка пропала, не вернулась домой. Мама пыталась там до нее дозвониться, ничего у нее не получалось. Ну и они обратились в полицию, расклеили везде листовки. Вот. И на следующий день, то есть, как вот мы говорим, через 30 часов после исчезновения, Лиза вдруг появилась, причем появилась, надо учитывать в каком виде, то есть половины одежды на ней не было, там свою майку она потеряла, еще кое-что потеряла, драгоценности, там кольцо она потеряла, кошелька не было. И обратилась к прохожему, попросила, чтобы ей помогли. Прохожий помог, ее отвезли в полицию, там была оказана помощь медицинская, психологическая. То есть она прямо на улице где-то появилась? Да, вот как бы то, что мы знаем, что она появилась на улице и к первому попавшемуся прохожему, а вы знаете, в Германии все-таки большинство не остаются равнодушными к такому, вот, он оказал поддержку. И вот так вот она появилась, так сказать, на экране. И вот она в первый день полиции рассказала историю о том, что она не добровольно села в машину, по сути дела кадры из кино, ей свинтили руки, завязали глаза и повезли куда-то. Угу. Вот. Через несколько дней с ней был более подробный разговор, 3 часа без присутствия родителей. Это тоже проблематично, но я это как бы не педалирую пока, там надо проверить, насколько это действительно было некорректно, то, что они сделали. Пока рановато это осуждать. В общем, она после этих 3 часов сказала, вот, что нет, я добровольно села в машину. Ну и уже как-то было ясно, что она, может быть, кого-то прикрывает. Вот такое подозрение было. Но это и на сегодняшний момент пока подозрение. То есть у нас еще следствие не окончено. Ну и полиция, вот, а после этого разговора
полицейский вышел к родителям и сказал: ваша девочка лгунья, и мы следствие не будем вести дальше. Ну что любой родитель в такой ситуации сделает? Ну, конечно, он взволнуется и побежит, там, не знаю, прессу, адвокатов, чего угодно искать. Но откуда взялась вот эта вот волна? То есть, когда начали появляться люди вдруг на улицах с плакатами. Как я понимаю, родителей, ну я вообще родителей не видел нигде, ни на одном телеканале. Их не показывают. Равно как не показывают и девочку, даже с закрытым лицом. То есть, никто у нее не брал интервью, потому что это, как я понимаю, технически невозможно. Откуда вдруг взялась эта волна? Кто-то видел документы об изнасиловании или как? Нет, значит, сами родители этим ничем не занимались, то есть они до сих пор в шоке. Ну, для них это трагическая ситуация. Давайте по-человечески поймем родителей. Я их понимаю, более того, насколько я понимаю, они считают, что их девочка, то есть ребенок. В полном смысле этого слова они считали, как я понимаю, что она ребенок. И все ли они знали о ней? Вот, то есть такой вопрос, это впервые с ней такое или нет? Вот такое исчезновение впервые. Такое исчезновение впервые. Родители исходят из того, что они до сих пор все о своей девочке знали, и что они достаточно контролировали ее. То есть родители реально в шоке и практически в трансе. Они в очень сложной психологической ситуации. У отца даже возникли проблемы со здоровьем, то есть очень тяжелая ситуация у них, поверьте, они сейчас не самая легкая время. Я вполне верю, Алексей, скажите, пожалуйста, не такого исчезновения, но чего-то подобное раньше было с ней? Вот они о таком мне не рассказывали, чтобы она надолго куда-то пропадала, об этом они мне не рассказывали. Не, я к тому, что если вы можете это сказать, или там вы можете сказать, что вы не можете это сказать, но если какая-то информация о том, что было ранее, то есть я имею в виду напрямую сексуальные контакты, бывали ли у Лизы ранее? Конечно же, то есть мы прекрасно осознаем, что возраст согласия с 14 лет в Германии, до этого это педофилия, но педофилию и изнасилование, как мне кажется, надо разделять. Да, разумеется, это, вообще-то по тяжести это одинаковые преступления, Анатолий. Так сказать, по степени тяжести это одинаковые преступления. Я бы не стал сейчас говорить, что раз это педофилия, то это все не так страшно. Нет, я не говорю о том, что это не страшно, я говорю о том, что есть все-таки согласие, правильно? То есть есть девочка, которая могла теоретически сесть в машину к знакомым людям, с которыми это не впервые, и которая потом после этого, да, по каким-то своим причинам могла заявить именно об изнасиловании, потому что СМИ-то ведь подавали это однозначно именно как изнасилование, причем 30 часов насиловали, 28 человек, вы сами это знаете и видели, конечно. СМИ переврали, а до этого, до того, как это дошло до СМИ, там уже было накручено. Но помните сказку у Ганса Христиана Андерсена, где у курицы перышко упало, а потом... Да. Ну вот, курица полностью общипанная оказалась, причем петухом. Но это как бы вот из этой категории, то есть СМИ, разумеется, раздули из этой истории очень много. Но просто поймите, родственники Лизы, не сами родители, а родственники обратились по той причине, что вот полицейский напрямую сказал, мы не будем расследовать. А что родителям делать? Вот они поступили, как поступил бы, наверное, любой человек в этой ситуации. Так что... Их я прекрасно понимаю. Как я понимаю, средства массовой информации оказали медвежью услугу, правильно? Абсолютно. С одной стороны, родители были рады, и вообще родственники были рады, что кто-то этим начал заниматься. Да? Но теперь вот, когда мы пересматриваем, что это было раздуто, конечно, это можно так вот назвать медвежьей услугой. Потому что на основании этого теперь тут на них идет волна, их там обвиняют в нацизме, еще в чем угодно, да? Хотя ничего такого нет. В общем, ситуация для них катастрофическая. Я основную вину даю вот именно этому полицейскому. Не говорят такое людям. Нельзя. Да. Вот даже если ты думаешь, что тут не права, тебя обманывают, но по-другому как-то объясни это родителям. Тем более они следствие это продолжали. Вот к чести немецкой полиции надо сказать, что они не прекращали следствие. А вот такое заявление сделали. Зачем, непонятно. А все-таки докопались ли правоохранители, возможно, там прокуратура, до более ранних контактов сексуальных Лизы? Совершенно верно. То есть мы теперь практически точно знаем, что поздней осенью прошлого года
Лиза стала жертвой педофилии. Ну, простите, по-другому я это обозначить не могу. То есть один из этих преступников, не будем упоминать там кто и так далее, неважно это. В общем, преступник есть преступник, преступность не имеет национальности. Один из этих трех преступников имел неосторожность некоторые сексуальные действия записать на видеокамеру. И эту видеокамеру у него нашла полиция. То есть полиция свое, в принципе, отработала хорошо. Ну, вот... И есть вот прямые доказательства того осеннего случая. Да? А вот что было в эти 30 дней, мы до сих пор не знаем. 30 часов, правильно вы имеете в виду? Да, то есть у нас есть осенний случай, он практически доказан, и у нас есть вот этот январский случай, где сегодня полиция заявила, что там ничего не было. Да? То есть она была у 19-летнего парня, спала у него в комнате, но ничего не было. Но откуда они это взяли? С показаний этого 19-летнего парня и его матери. Если бы мы каждое уголовное дело, ну, во-первых, для этого парня, безусловно, действует презумпция невиновности. Конечно, да. Вот сейчас чисто теоретически. Если бы мы каждое дело закрывали на основании показаний подозреваемого и его матери, но у нас бы не было уголовных дел, правильно? Ну да. Вот, поэтому сейчас следующий шаг. Полиция должна провести судебно-психологическую экспертизу показаний Лизы. И вот этот эксперт, психолог, там скажет, что правда, что неправда. А скажите, а это только психологическая экспертиза? А было ли медицинское свидетельствование тогда, когда вот ее обнаружили, когда она приехала в полицию? Значит, вот именно в первый день ее обследовали, уже с первого дня ясно, что она девственница до сих пор, да? Но мы же прекрасно понимаем, что существуют другие формы секса. Ну, конечно. И они тоже, да? То есть, вот. Во-вторых, как бы не при каждом вагинальном контакте девственная плевна рвется. То есть это тоже миф. То есть, как бы оно не подтверждает факт вот, вагинального контакта, но и не исключает его. И вот, во-вторых, установлены следы побоев. Вот это два объективных факта, которые мы имеем на сегодняшний день. А все остальное, вот должна быть судебно-психологическая экспертиза. Эксперт работает на основании строгих критериев, потому что действует презумпция невиновности. Либо он нам скажет, Лиза говорит неправду насчет этих 30 часов, тогда молодой человек однозначно как бы невиновен. Да? Либо он нам скажет, что нет, это правда, но тогда суд должен решать, что будет дальше. Вы как адвокат готовы будете принять то, что девочка говорила изначально, не совсем правду? А это, как я понимаю, уже сейчас вырисовывается. Я готов принять что угодно, какую угодно правду, но давайте поймем одно. Лиза, уже это установленный факт, что осенью Лиза была жертвой сексуального насилия. Да, то есть, извините, не насилия, а именно педофилии. И, соответственно, к ней надо относиться как к жертве тяжкого преступления. А у жертв вот такого рода преступлений, у них потом чисто психологически работают разные механизмы, поэтому даже нельзя говорить, что это ложь. Как бы это не политкорректно говорить, что это ложь, а это вот действительно различные. Человек травмирован после такого, однозначно травмирован, иначе это бы не было преступлением. И потом вот начинаются такие истории, к сожалению. То есть можем ли мы говорить о том, что в результате вот такого преломления, из-за того, что у нее ранее были сексуальные контакты, она сказала неправду по поводу того, что ее, это уже понятно, да, что ее затащили в машину неизвестные, она знала как минимум одного, правильно? Это была просто сцена из кино, что она там описала. Здесь немножко другой психологический механизм. Как бы человек пытается оправдаться. Она знала прекрасно, что ей родители не разрешали садиться в машины к чужим людям. И опасалась, что родители ей, конечно, за это дадут стряску, что она добровольно села к кому-то. Ну да, ее понять можно. Вот я лично, мое мнение, что нельзя понять некоторые средства массовой информации. Откуда взялась информация о беженцах? О том, что это были именно беженцы? Не знаю, до сих пор не знаю. Скорее всего, это привнесли нацисты. То есть, вы помните, там было видео... Пегида, да? Это... Нет, НДПГ, прям уже радикальные фашисты полностью. Нацисты. Ладно, они на меня сейчас еще в суд подадут за то, что я их нацистами назвал. В общем, НДПГ, да? Давайте вырежу слово это, чтобы они не подали в суд. Не вырезайте, пусть подают. В
общем, самая праворадикальная партия Германии. К сожалению, так получилось, что двоюродная сестра, но они в своем отчаянии пошли к ним. Больше никто не интересовался. И вот выступила у них на митинге. Она на этом митинге тоже не говорила про беженцев. Она просто повторяла описание, которое дала Лиза. Точка. Вот НДПГ потом из этого сделала беженцев. Но потом, ну, средства массовой информации, насколько мы знаем, это подхватили с удовольствием, правильно? Иван Благой, у него тоже нет слова беженцы, у него мигранты. Я тоже мигрант, кстати, да. Мигрант — это очень широкое понятие. Я просто призываю к одному, кто бы это ни был, и что бы где ни случилось, ну мы знаем, у нас там в Кёльне что-то случилось, но мы сами про себя не хотим, чтобы вот на основании отдельных, с позволения сказать, индивидов криминального толка судили о нас всех. Ну да, так давайте и мы не будем ни о ком судить, правда? Это мой призыв ко всем. Во-первых, никогда не делать поспешных выводов, в том числе и сегодня, кстати, да? И во-вторых, никогда вот этот прием националистов, кто-то совершил какое-то преступление, пошли их громить. Ну, это вообще неприемлемо. Смотрите, не называя, ну конечно, без сомнения, не называя там по персоналиям, да, как бы вы оценили работу средств массовой информации, ну понятно, да, каких средств массовой информации, которые показали эту историю именно вот так вот. То есть вот так вот, хотя в итоге мы имеем, знаете, ну, это, конечно, не распятый мальчик 2, ни в коем случае, потому что здесь имел место факт на самом деле чего-то. Но вот средства массовой информации в итоге ведут к тому, что произойдет грандиозное какое-то, ну, не разоблачение, знаете, но эту историю еще долго будут тягать, это же понятно, выжмут из нее всю грязь. Как бы вы оценили вообще? По-разному. РЕН-ТВ я ставлю кол. Самому Ивану Благому, ну, 4 с минусом, если так. Вот. 2 я ставлю немецким СМИ. То есть, понимаете, русские, хотя бы все, что я говорю, русские СМИ, они как бы ничего не врезая, все преподносят. Просто РЕН-ТВ все равно, вот несмотря на то, что я говорю, что это не изнасилование, а случай педофилии, да, без насилия, мои слова дают полностью, но в рамке вокруг этого у них все равно написано изнасилование. Ну, не профессионально, поэтому кол. Вот. А немецкие еще хуже. Они мои слова не дают полностью, а переворачивают до такой степени. Просто обратите внимание, какая травля тут на семью идет. Ее обзывают там проституткой, родители обзывают нацистами, меня тоже нацистом, потому что я нацистов взялся защищать, да, вот. Ну, а ведь возможно, что и не было бы такой травли, если бы не было такой подачи, то есть и не было вот таких вот там митинги. Я видел эти митинги, это реальные митинги, да, были? То есть это не картинку подставляли? Это не картинка, это реальные митинги. Вы знаете, я не хочу оправдывать немецкие СМИ, они для меня все-таки хуже всего, правда. Я понял. Потому что, как там говорила, в кино-то у нас было «А ты не воруй». Вот, тебя провоцируют, а ты не провоцируйся. Ты-то оставайся профессионалом, правда? Ну да, вот они этого не делают. Так что у меня мнение о немецких СМИ хуже, чем у вас о украинских. Я понял. И каждый остается при своем мнении. Большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы смогли немного осветить ситуацию, потому что вы сегодня видели, я там схлестнулся с некоторыми людьми. Я тоже не буду делать поспешных выводов. Но история, конечно, не такая однозначная, как показывали СМИ. Анатолий, вы хороший профессионал, я вам полностью доверяю, и поэтому я обратился к вам на Фейсбуке, что не делайте поспешных выводов. Если бы я не считал вас профессионалом своего дела, я бы даже не стал вам писать. Спасибо большое. Спасибо за все, что вы делаете.